Компактный мини-компьютер, который можно использовать для различных задач. К примеру, для просмотра фильмов с разрешением в 4К, комфортном серфинге в интернете, для офисной работы и не только. Вдобавок, его всегда можно взять с собой, что делает его использование еще более удобным. Данное устройство имеет отличную сборку, хорошо проработанную систему бесшумного охлаждения, стабильную быструю работу. Обо всем этом заявляет нам производитель. Но как на самом деле дела обстоят у MyBenBen Mini ПК M1T, я сейчас расскажу. И, разумеется, стоит он как винчестер довольно неплохое, правда. Вопреки всему, несмотря ни на что, я буду вам рассказывать довольно странно про мини-компьютер. Притом, это буду делать через призму, опять же, мониторов. Почему? Потому что несколько моников у меня есть, я к ним подключаю ноутбуки и, соответственно, можно попробовать, что такое мини-ПК в итоге. В итоге мини-ПК необходим для чего? Разумеется, чтобы просто можно было взять и, пока у тебя, допустим, рендерится видео какое-то, иметь возможность попечатать, поиграть в Photoshop или еще где-то. Здесь у меня на Celeron, разумеется, здесь оперативки 8 гигабайт всего, встроенный блок питания, и по операционке я вам опять же ничего не скажу. Это все мы будем смотреть, не отходя от кассы, когда я буду его тестировать. Упаковано все максимально эконом, зато написано, что здесь есть USB версии 3.0. Очень странная штуковина, выглядит она вот так, ножки прорезинены. Кнопка всего одна, два входа USB версии 3.0, один Type-C-шник, один даже есть HDMI, плюс выход под наушники и карта памяти. Очень странные дела, но интересная штуковина. Сейчас посмотрим, через что он подпитывается. Если через Type-C, прямо все очень модно. Какие задачи и что на него можно будет установить, мы узнаем в процессе. HDMI. Он довольно длинный, к слову, идет в комплекте. Блок питания не самый убогий, кстати, из тех, что я в Китае встречал. Вот такой HDMI-овский кабель, его вам хватит. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. В прикрепе мой телеграм-канал взаимопомощи, нас там почти 12 тысяч человек, и телеграм-канал скидок, нас там почти 45 тысяч человек. В телеграм-канале скидок я рассказываю не только то, что сейчас выгодно покупать, но и, допустим, какие-то особенности по оплате. Допустим, Poco F3 за 18 тысяч купить, ну, я никогда не думал в 2021 году, что он сейчас подешевеет. Вот такая матрица. Али работает, телефоны посылают, обзоры вы видите на них. Недавно был Realme Neo 3 и Redmi K50 Pro на канале, и сравнение их, скорее всего, скоро будет. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к мини-ПК. Полетели. Приобрести данный девайс можно только в единственной расцветке, которую вы сейчас видите на экране, что неудивительно. Дизайн минималистичный, форма почти квадратная. Я бы сказал, даже почти кубическая. Габариты небольшие, 62 на 62 на 42 миллиметра. Взять с собой его куда-либо, положив в тот же рюкзак, можно без проблем. Даже, наверное, штук 40 таких поместится. Да и дома он будет занимать по минимуму места на столе. Корпус металлический, материалы хорошие, по сборке вопросов нет. Выглядит он надежно. На корпусе расположили кнопку питания с индикатором, аудиовход стандартный мини-джек на 3,5 мм, слот для SD-карт, отверстие для охлаждения. На дне расположили 4 антискользящие ножки, место для крепления и с тыльной стороны 2 USB-порта версии 3.0 и один HDMI версии 2.0 и вход для питания USB Type-C. В принципе, цвет, блеск, красота по количеству разъемов. Некоторые макбуки позавидуют, правда? Летим дальше. Процессор в моем случае установлен от Intel Celeron J4125 с техпроцессом 14 нанометров и 4 ядрами с 4 потоками. Максимальная тактовая частота 2,7 ГГц. Операционная система в стоке не установлена, я накатил Windows 10. Но, к слову, вы можете уточнить у продавца, у них может быть в стоке сразу винда, и она намного лучше работает, чем если вы будете по моему пути устанавливать сами. То есть, в принципе, продавец может и накатить. Здесь рандом, можно сказать, но если вы уточните, рандома не будет, получите с виндой. Оперативная память от SK Hynix LPDDR4 двухканальная на 8 гигабайт. SSD M2 на 2242 размера на 128 гигабайт с возможностью расширения до 1 терабайта. Правда, я
я мало кого знаю, кто их расширял. Результаты тестирования памяти вы можете наблюдать на экране. В целом результаты ожидаемые, плохими не назову, учитывая стоимость. За графику отвечает Intel UHD Graphics 600, Wi-Fi 5 версии двухдиапазонный и Bluetooth версии 5.0. По большому счету, по беспроводу он упакован по максимуму. Летим дальше. По большей части он предназначен для работы в офисе, либо с офисными программами. Но также его можно использовать для просмотра фильмов или видео на YouTube с разрешением до 4К при 60 FPS для серфинга в интернете и тому подобное. Но при 4К 60 FPS на YouTube, я скажу откровенно, у меня он подтормаживает. По отзывам владельцев на том же 4PDA у людей он летает. Опять же, если у вас винда была в стоке установлена. Здесь, можно сказать, в прямом смысле рандом, и все зависит от того, как грамотно вы установите драйвера впоследствии. То есть, как вы будете его обновлять. Я обновлял через программу. В этом сценарии использования он показал себя в принципе хорошо. В системе все открывается достаточно быстро, как и в браузере. Работать в том же фотошопе можно, но подвисания, разумеется, проскакивают. Если говорить об играх, то я, к примеру, установил StarCraft и игру полегче World of Tanks Blitz. Также можно установить старенькие игры, которые не требуют большой производительности. Но на новые игры даже смотреть не стоит, он у вас сгорит. Не могу сказать, что играть на нем доставляет удовольствие, подвисания изредка проскальзывали. Не игровой это компьютер. Далее, назвать этот мини-ПК бесшумным, конечно же, сложно, но к шуму от вентилятора быстро привыкаешь. Для отвода тепла используются медные радиаторы и один вентилятор. Температура при простых задачах составляет 45 градусов, если нагрузить сильнее, то температура может подскочить до 70 градусов. И давайте не включать панику, потому что на моем игровом ноутбуке Asus ROG 702VM стабильная температура для видеокарты 102 градуса. Нет, это не критично, он просто 2 раза горел. А по факту до 90 градусов свободно. Учитывая, что эта болванка работает при 70, ничего с ней не случится. Хотя, опять же, не считаю, что это супер долговечное решение. Перейдем же к небольшим тестам. Результаты тестов 3D Mark вы можете наблюдать на экране. Я провел тест Night Raid, который показал результат 1418. Тест Skydiver Stress Test 48,9% стабильности. Geekbench 5, Vulkan Score 782, OpenCL Score 926, Single Core 392 и Multicore 1116. Steinbench R15 232 балла в тесте процессора и 15,74 FPS в графическом тесте. Стресс-тест с участием видеокарты. Результаты вы видите на экране. Устройство неплохо справляется, как и его охлаждение. Минусы. Я считаю, что данный ПК все-таки шумноват. Также на панели с портами не хватает хотя бы еще одного USB для того, чтобы подключить внешний накопитель или что-то подобное. Это, конечно же, при условии, что два остальных USB заняты проводной мышкой и проводной клавиатурой. Хотя любой человек вам посоветует, что нужно Bluetooth мышку, Bluetooth клавиатуру к подобному девайсу покупать, у вас будет два USB-шника. Но это если включить голову. Я прямым текстом голову не включал, как вы заметили. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Во время издания обзора будет сейл, 12 900 это дело будет стоить. И если промокоды смотреть в моем телеграм-канале, вряд ли они будут в ближайшее время. Это я вам говорю спойлер, почему можете прийти в телеграм-канал взаимопомощи, подробно расскажу, но я думаю, вы и сами догадываетесь, потому что все-таки промокоды — это инвестиции. Но это все лирика. Резюмируя, MyBenBen M1T показал себя хорошо в домашнем сценарии использования для просмотра фильмов, видео, серфинге в интернете и так далее. Для работы, к примеру, в офисе, если вы работаете с текстами или чем-то подобным, при том, что вам не нужна большая производительность самого устройства, данный мини-ПК — отличный выбор. Лично я бы не стал гонять его в программах для монтажа или играх, а использовал для учебы или просмотра видеоконтента вдобавок еще и с комфортом. Если вы беспокоитесь о том, чтобы ваш ребенок не имел возможности играть, welcome, на этом он точно играть не сможет. Ну, только в ультралегкие игры, которые, я думаю, современным детям не особо таки интересны. Как портативный ПК, я считаю, что цвет, блеск, красота. Понятно, что это для меня первый user experience. Все смотрим на FOPDA, продается она уже не первый месяц, поэтому, в принципе, соизмерить для себя риски или необходимость его вы можете и сами без меня, и легко. Не забываем подписываться на канал, писать в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на обзоре. И, разумеется, скоро будут свежие девайсы, допустим, супер свежими, я считаю, кроссовки Xiaomi. Новенькие 2022 года реинкарнации Mi G4. Да, линейку они обновили, и я заказал белые. Девайсу однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.